Для начала замесим тесто. Здесь у меня 400 грамм муки высшего сорта. Добавляем сюда чайную ложку соли, чайную ложку сахара, перемешаем, неполную чайную ложку дрожжей, около 5 грамм. Перемешаем. Осталось добавить воду и замесить тесто. Здесь у меня 350 миллилитров чуть теплой воды. Вначале я добавлю около 300, может быть. На глаз это все делаем. И теперь просто вот так вот замешиваем, перемешиваем все. Я не добавила всю воду сразу же за один раз, так как мука всегда разная, поэтому она впитывает в себя разное количество воды. Как вы видите, не вся мука еще в тесте, поэтому добавим дополнительно воду. Очень легко делается это тесто. Посмотрите, еще чуть-чуть муки здесь осталось, поэтому добавим еще немножечко воды. Как вы видите, вся мука вовлечена в тесто. И теперь под конец добавляем растительное масло. Примерно 10 мл на 100 грамм муки нам понадобится. Здесь у меня 40 мл. Но я добавлю не за один раз все. Хотя бы в 2-3 захода. Перемешаем. Посмотрите, какое чудесное тесто мы замесили за пару минут. Здесь у меня осталось 50 мл воды. Это значит, что на это тесто у меня ушло 300 мл. Накрываем посуду пленкой, кухонным полотенцем и ждем, пока тесто увеличится в объеме примерно в 2 раза. И не торопитесь, пожалуйста. Чем медленнее тесто поднимается, тем лучше будет результат. Прошло более 1 часа, и посмотрите, как прекрасно наше тесто поднялось. Теперь очень вам рекомендую размять это тесто и дать ему шанс повторно подняться. Вот так вот просто руками обработаем тесто. Накроем и оставим еще на какое-то время, чтобы тесто повторно поднялось. Пока тесто повторно поднимается, подготовим томатный соус. Нам понадобится томатная паста, здесь у меня 400 мл, несколько зубчиков чеснока, соль по вкусу, базилик. Конечно же, итальянцы обожают базилик и добавляют его куда можно. Здесь у меня сухой базилик и острый перец. Перец можете добавлять, можете не добавлять. Это уже по вашему желанию. Обычно я беру вот такую литровую банку, заливаю томатную пасту сюда и добавляю все ингредиенты, какие я перечислила. И блендером все хорошенько перемешиваю. Теперь попробуйте на вкус. Если не хватает соли, перца, чеснока, то добавьте. И все на этом. Вкуснейший томатный соус для пиццы готов. Тесто повторно поднялось. Посмотрите, какое шикарное тесто у нас получилось. Посмотрите. Приступаем к приготовлению нашей чудесной пиццы стромболи. Я буду готовить 2 пиццы стромболи, поэтому я разделю тесто на 2 части. Размер стромболи можете выбирать сами, какой вам нравится. Используйте муку обязательно. Одно тесто я отложу пока и начну работать вот с этим тестом. Итак, нам нужно придать вот этому тесту прямоугольную форму. Можете использовать скалку. Посмотрите, какие чудесные аппетитные мясные изделия итальянцы любят использовать для стромболи. Вначале мы равномерно распределим по тесту томатную пасту.
Немножечко, пожалуйста, по краям оставьте сантиметр-два. Сверху я добавлю тертую моцареллу. И теперь пришла очередь вот этих аппетитных мясных продуктов. Это ветчина. Теперь сверху вот так вот добавим несколько кусочков салями. И под конец, чтобы было совсем вкусно, добавляем вот такую, даже не знаю, как это называется, но тоже что-то очень вкусное, аппетитное, мясное. Вот это вот самая популярная начинка, но можно сделать абсолютно любую по вашему усмотрению. Теперь осталось ее аккуратно сложить. Можно свернуть стромболи трубочкой, рулетом, или же можно просто сложить на 3 раза. Вот смотрите, вот с этого края мы вот так складываем, переносим примерно вот до середины. И с другого края точно так же вот так вот и соединяем. Концы обязательно соединить. Можно это все подготовить на пергаментной бумаге, чтобы было легче переносить на противень. Здесь у меня яичный желток, разбавленный с водой. И сверху мы наши стромболи вот так вот аккуратно смажем. Обязательно проткните стромболи в нескольких местах вилкой. Аккуратно переносим наши стромболи на горячий противень и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, до готовности. Наверное, минут 20-25. Смотрите по своей духовке. Добавим сюда томатную пасту, томатный соус, который мы подготовили. Примерно оставьте сантиметр по краям, без соуса. Тертый сыр моцарелла у меня, можете добавить любой другой сыр. Как я уже сказала, можете добавлять любую начинку по вашему усмотрению. Самое популярное это с мясными изделиями, с солями, с ветчиной. А для тех, кто не ест мясо, таких как я не ем мясо, поэтому я добавлю сюда копченую рыбу. И теперь осталось только сложить наши стромболи. Сверху мы обмазали яичным желтком, разбавленным водой. Не забудьте проткнуть вилкой. Переносим на горячий противень и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20-25 минут. Смотрите по своей духовке. Вот и наши стромболи. Посмотрите, как аппетитно, как красиво это выглядит. Давайте разрежем. Посмотрите, как изнутри это выглядит. Посмотрите, как снизу это выглядит. Очень аппетитно, очень вкусно. Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте. Не напрасно же это стромболи так популярно. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за вашу поддержку, за подписку, за ваши комментарии. Я всегда внимательно их читаю и стараюсь по возможности ответить.